Народ, всем привет! Это 6-я серия «Ювелир с нуля». Суть этого проекта заключается в том, что я взял 5000 рублей, часть денег потратил на инструмент, примитивный инструмент, и часть денег купил металл, готовую проволоку. Что-то сделал, продал, и таким образом я двигаюсь к своей цели 1 миллион рублей 31 декабря 2020 года. И этот выпуск я начинаю сразу с позитива. А что случилось? Сейчас вы все увидите. Некоторое время назад на Авито вышло объявление о продаже. Вы даже не можете представлять себе. Для меня это вот то, что сейчас, зачем я сейчас еду, вылетел. Это клад, это больше, чем клад. И я просто, вот я сразу же подорвался, позвонил человеку, говорю: брат, друг, сват, не продавай, я лечу к тебе, я тут в 10-15 минутах езды, а самому ехать 40 минут. В общем, вы, наверное, догадались, что это. Конечно же, это вальсы. Вальсы. Причем компании ПП. Вот здесь вот сейчас будет объявление. Те, кто не поверит. Кто-то вообще не верит, тот и сейчас не поверит. Это компания ПП. ПП Tools. Это американские вальсы. 12 тысяч рублей. Вы представляете? Ну, если честно, я еду, даже не верю в то, что вообще это можно приобрести. Знаете, это вот как, да я даже не знаю, но хочется верить в чудеса, хочется верить в Деда Мороза. Еще так продавец так как-то общался странно. Ну, в общем, неважно, я все-таки верю в то, что я это приобрету. Я все это сниму, покажу. Я не знаю, как я это сделал, но я купил вальсы. PP Tools, это американская фирма, за 12 тысяч рублей. Сейчас я вам покажу их. Я до сих пор... Это вот представьте, чтобы вот вы купили Мерседес, он стоил 1 000 000, а вам кто-то его продает за 300 000. Это примерно вот так же. Вот, чтобы вы поняли. Я во-первых, я думал, что это мошенники, это разводняк, кидалово какое-то. Нет, обычный дядечка продал. Ну, правда, снимать не разрешил, но ничего. Так что вот. Бывает и такое. Авито рулит, Юла рулит, все рулит. Главное хотеть, искать. Да, я потратил в свое время. Я каждый вечер лазил по Авито, собирал закладки, инструмент на будущее и так далее. Мониторил все. Вы так тоже можете. Верю в вас. Можете. Сейчас я вам покажу их. Эти мои красотки. То, что я вам говорил. Смотрите. PP Tools, оригинал, америкосы. И вообще они нулящие, они еще в масле. Представляете? За 12 тысяч рублей. Ну, конечно же, там скажут фальсификация, многие там фейк и т.п. и т.д. Но нет, вот они. И к ним идет вот такая вот ручка. Прежде чем мы начнем изготовление цепочки Bismarck, которая вот с проволочки, я бы немножко хотел бы пробежаться по деньгам. С прошлой серии у нас осталось 26 750 рублей. За 12 тысяч рублей я приобрел вальсы. Металл я приобрел на 6500 рублей, 100 грамм это проволока и припоя. И приобрел еще самое важное, кто-то может будет ржать, кто-то, не знаю, какой-то советский надфиль и вот такой вот полонник. Я уже его выгнул, видите, вот такую штуку. Просверлил отверстие, сейчас хочу найти деревяшку какую-нибудь и сделать такую штуку специальную, чтобы подогревать, чтобы она стояла, такая подставочка. Ну а пока она будет вот так вот у меня стоять на столе. И вот эту штуку я буду использовать в качестве ригеля, потому что на 3,2 ригеля я ничего не нашел, никакого прутка. И в общем получается у нас следующий расчет. Проволока 1,25 на 3,5. И мы начинаем мастер-класс по изготовлению Bismarck. Итак, давайте начнем по порядку. Есть два варианта намотки спиральки для плетения Bismarck. Первая плотная, как я обычно наматываю на любую там вот, как он показывал, плотно-плотно. Есть через кондуктор. И лично я делаю именно плотную намотку. Почему? Потому что, ну не знаю, так привык, просто так привык. Ни хуже, ни лучше. Далее, через кондуктор. Вот у меня сейчас проволока 1,25. То есть нужно было сделать хотя бы 1,35, оставить кусочек проволоки и сделать кондуктор. Что такое кондуктор? Сейчас я вам покажу просто, чтобы вдруг вы сами будете делать. То есть вы берете, например, вот это у нас проволока 1,35. Вы берете на ригель, у меня в данном случае, и наматываете вот такую штуку. И он будет раскрывать равномерно, когда вы будете собирать пружинку, будет раскрывать.
У меня, во-первых, короткий ригель, мне нужно побольше вместить сюда проволоки. И второе, привык делать именно плотные намотки. Ну, я думаю, что если вы попробуете, вы поймете, о чем идет речь. Я в каких-нибудь ближайших видео покажу вам, как я наматываю через кондуктор, когда я приобрету ригеля. И будет нормальное место там и так далее. Ну, уже можно будет нормально по-человечески учить. А сейчас, на данный момент, давайте руководствоваться тем, что есть, пользоваться тем, что есть, и начинаем наматывать нашу проволоку на цепочку плетения Bismarck. У меня, к сожалению, будут вот такие вот маленькие кусочки. Почему? Потому что не позволяет ригель. Но давайте будем довольствоваться тем, что есть. Итак, мы намотали вот 3 такие пружинки. В принципе, это нам достаточно даже для того, чтобы попытаться собрать, ну точнее начать сборку и показать, как это делается. Моя задача сейчас найти какой-нибудь гвоздь. Я думаю, что поставите на паузу, побежите тоже, метнетесь какой-нибудь гвоздь найти. Ну не какой-нибудь гвоздь. Гвоздь должен быть по диаметру чуть-чуть больше, чем проволока, то есть 1,25. То есть примерно ищите 1,3 диаметр, 1,3, 1,35. И дальше я вам все покажу, как сделать. Итак, вот я нашел обычный гвоздь. Берем, делаем разводку. Сгибаем буквой Г. Вот так вот гвоздь. Я думаю, что это каждый сможет сделать. И пробуем разводить. Что такое разводить? Смотрите, вставляете и начинаете прокручивать. Я вижу уже, что очень большое расстояние. Очень большое расстояние. Я возьму и подпилю. Я немного подпилил гвоздь и пробую заново. И вот я понимаю, что правильная разводка. Обратите внимание, вот это вот большое расстояние, а вот это уже подходит расстояние. И разводка дает равномерность раскрытия. Вот это пружины, посмотрите, они все одинаковые. Вот эта часть, вот где я от вот этой проводкой уже подпиленной прошелся, видите, вот это широкая, а вот это уже получается равномерная. И вы вот так раскрываете всю пружинку до конца. Таких разводок в процессе изготовления, ну вообще вашей работы, будет очень-очень много. И в дальнейшем вы будете просто сидеть возле телевизора, вот так вот, можете с закрытыми глазами, что угодно, и смотреть телек, тупить и собирать бисмарк. Я знаю людей, которые очень быстро собирают бисмарки. Это вообще там, особенно женщины, они такие как пулеметы. Да-да-да-да-да, и все, и цепь готова. Я думаю, что и вы до этого дойдете. Вот смотрите, я раскрыл пружинку и начинаем сборку. Итак, я откусываю вот ненужное. Ну как ненужное, но потом в дальнейшем пригодится. Первым делом я начало собираю. Вот смотрите, хвостик, да? Мы проводим центральную линию. Первая, второй завиток, третий завиток. Мы отходим чуть-чуть в сторону. И вот таким вот образом откусываем первую пружинку. Вот оно как получается. Вот смотрите, центральная линия. Чуть-чуть в эту сторону заходит, чуть-чуть в эту сторону заходит. Далее берем круглогубцы и вкручиваю. Первая, вторая. Вот, то есть получается вот эту, вторая. Под нее начинаю продевать эту пружинку. И вкручиваю. Вот смотрите, видите? Вкручиваю, вкручиваю, вкручиваю. Уперлась. Немножечко проворачиваю. И дальше докручиваю. Оп. Вот что должно получиться. Вот такая картина. Смотрите. Хвостик чуть-чуть торчит в эту сторону. Чуть-чуть торчит в эту сторону. Здесь немножко хвостик торчит. И теперь наша задача правильно обкусить. Правильно обкусить нам в эту сторону нужно, чтобы немножечко торчал хвостик. Вот. Я пытаюсь показать вам, как это правильно вот обкусить. Вот видите, вот это вот, чтобы вот этой полоски чуть-чуть дальше я откусываю. И вот у нас получилось первое звено. Таким образом вы собираете цепочку. Не поняли? Сейчас я вам еще раз покажу. Посмотрите внимательно. Мы собираем пружинкой. Это самый быстрый способ. Те, кто знает в теме, они не дадут соврать. Вот смотрите, мы зацепили и вкрутили. Средняя линия. Раз, два, третью откусываем
чуть-чуть в сторону. Получается, вот если средняя линия, усик в одну сторону, усик в другую сторону. Поддеваем за центральную часть и начинаем вкручивать. Уперлись, поправили. Вот я ногтем немножко поправляю и продолжаю вкручивать как бы. И вот получается вот такая вот у нас начинает собираться цепочка. Цепочка держится сейчас на данный момент за счет чего? Вот эта часть, пружинку, вот если сейчас ее скусить, звено развалится. Вот эта часть, видите, вот упирается вот в эту, ну, как бы перегородочку, вот это вот усик, вот в эту перегородочку. Это держится звено. И вот так вот оно получается с 4 сторон. Раз, два, да, с 4 сторон держится, пока вы не запаяете. То есть ваша задача вот таким вот образом, чтобы у вас была собрана цепочка. И теперь обкусываем. Так же самое. То есть просто сейчас плохо показываю. Вот смотрите, видите, у меня получается усик одинаковый. Вот он. То есть что вот этот усик, ну плюс-минус они одинаковые должны быть. Чуть-чуть выступает вот за вот эту как бы проволочку. Вот эту вот. Вы напишите, пожалуйста, в комментариях. Если будет непонятно, потому что это самое распространенное плетение, будет еще заказы на Bismarck. И я еще раз очень подробно постараюсь показать. Просто сейчас идет макрообъектив. Я думаю, что будем собирать уже там более подробно показывать. А так я сейчас продолжаю собирать. Итак, у нас получается вот такая вот гусеница. Конечно, эта гусеница должна, вот так как нам нужно 60 сантиметров, и должна быть длиной где-то получиться 55 сантиметров. Почему 55, спросите? Потому что на 5 сантиметров оно вытянется. Я вам это все покажу. Я продолжаю потихонечку собирать. Вы пробуйте, тренируйтесь. Не получается. Пробуйте, пробуйте, пробуйте. В итоге получится. Вот я уверен, что у вас получится. Вы все очень способны. Я продолжаю. Сижу, собираю цепочку, хотелось бы с вами поделиться вот о чем. Знаете, вот в последнее время мои соцсети стали похожи на концерт по заявкам. Я взял цепочку, там хрен пойми какую, там фотографию скидывают, я такую даже в глаза не видел. Как это делать? Срочно скажи мне, потому что клиент вот ждет, вот и так далее. Люди, а как вы себе это представляете? То есть я сижу такой, делаю, потом бац, такой, человеку надо помочь, сделать там какое-нибудь плетение лав, там еще что-то. Побежал, быстренько разобрался, сделал, снял видео. Брат, на, лови. Вы думаете, у меня столько времени? Я езжу, покупаю инструменты, я делаю видео, снимаю, а это ой как непросто. Ну, те, кто снимает, хоть что-то снимает, поймет. Поэтому, ребят, пожалуйста, ну когда вы пишете, ну вы хоть немножечко думайте головой. Ну действительно, просто иногда даже до смешного доходит. Я прям иногда поражаюсь. А еще такой момент. Друг, скажи, когда следующее плетение? Да если бы вы у меня бы учились бы, я бы заставлял, пока вы километр не сплетете, я к следующему плетению вас бы не допустил бы, пока у вас пайка не пошла бы и так далее. Конечно же, есть индивидуумы, которые раз и все получилось. Но вы тренируетесь, просто тренируетесь кучу. 10 тысяч часов, тогда вы мастер. Вы хотя бы, я не знаю, час попаяли. Поэтому, ребят, расслабьтесь, собирайте, делайте, тренируйтесь, паяйте. Пайка, самое главное. Вопрос там, я не могу найти буру. Вы что, вы где живете-то? Я понимаю, что если какой-нибудь деревне, может быть, и нет буры, это у сварщиков можно спросить, там, по-моему, там используется. Кстати, напишите, кто там в комментариях, где еще используется бура. Может, кому-то это поможет. Вот, а я пока тут размышляю, вот, смотрите, уже там сантиметров 40, даже, может, там 45 сплел. Итак, мы начинаем пайку. Перед началом пайки нам нужно зафрусовать наши изделия. Итак, мы берем, взяли воды, теплой воды, налили, насыпаем так от души буры. Для серебра достаточно одной буры. Разогреваем, чтобы жидкость была однородная, не было кристалликов буры. Бура в воде растворяется. Кто там умничал, что
это стекло и в воде не растворяется. Вот, пожалуйста, растворил. Вот, смотрите. Ни одного кристаллика нет. И окунаем нашу цепочку. Хорошо так окунаем от души. Убираем в сторону и начинаем раскладывать нашу цепочку. Итак, мы паяем вот этот X. То есть вот в этом месте мы должны запаять каждое звено с двух сторон. Вот именно вот это место. X, 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 X и так далее. Итак, поехали. Вы нагреваете хорошо до красна звено и подносите припой. Раз, запаяли. Да, еще забыл вам сказать, вот таким толстым припоем не стоит паять. Это я тут, смертельный трюк. Значит, смотрите, примерно, чтобы вы понимали, если вот здесь проволока 1,25, то вам припой должен быть где-то 0,8. Это вот мне такой сделали, у меня вариантов нет, раскатать, протянуть и так далее. И постоянно флюсуйте припой, постоянно. Чтобы не возникало в дальнейшем таких глупых вопросов, смотрите, припой я пользуюсь покупной, да, то есть вот мне сделали такое, как люди пользуются, я таким и пользуюсь. Конечно, мне не очень он нравится, потому что он очень тугоплавкий, для цепей так прям не очень хорошо подходит. Но в дальнейшем я покажу вам, как я делаю припой. Мы к этому всему придем, когда у меня уже будет нормальная горелка, нормальное рабочее место. Вот, кстати, например, сейчас я столкнулся с такой проблемой, я не могу себе нормальный верстак купить, потому что те, которые за там маленькие деньги дрова продаются, это прям реальные дрова. А так они хотят стоить там, например, 10 тысяч рублей за верстак. В магазине он 14 стоит. Ребята, очнитесь. И мне верстак же ювелира. Поэтому я пока в поисках. Если что-нибудь увидите, подскажите. Буду очень признателен. Мне нужно, чтобы с ящиками, с тумбами, и так далее. Покидайте варианты. Может, кому-то и вам пригодится. Я продолжаю. Смотрите, мы равномерно разогреваем звено до красна. Я не знаю, камера передает или нет, но вы, когда вы начнете паять, вы сами увидите. И дальше вы потом просто подносите припой. И он залетает вот прям раз и зашел. Нагреваете звено до красна. Хорошенечко прогреваете. Потом переносите иголочку именно в место спайки. Подносите, бах, зашел припой. И так каждое звено тщательно пропаиваем. Как раз хороший такой вес, чтобы поучиться. Готово. Да, и еще такой маленький лайфхак. Чтобы, например, сэкономить газ. У меня осталось очень мало газа, придется скоро покупать в ближайшее время. Вот вы сейчас нагрели вот этот вот кусочек. Переверните на другую сторону. И пропаяйте вот вторую сторону. Эта часть ваша уже все равно нагрета. Поэтому именно я так и поступлю. Ну что, друзья, я пропаял цепочку, прошло где-то 20 минут, по большому счету, и вы так будете скоро паять. Если бы была бы нормальная горелка, я бы, может быть, и быстрее пропаял. В общем, она вот такой вот, как в таком белом налете. Сейчас наша задача кинуть в отбел, отбелить. И будем обкусывать уже усики. Итак, мы отбелили цепочку, освободились от налета буры. Вот она вот так вот выглядит. Все равно она закручена в спираль, все равно вот эти колючки торчат. И теперь наша задача скусить лишние усики. Это мы будем делать опять же кусачками. Старайтесь кусачками уже не кусать носиком, потому что, смотрите, была 0,25 проволока, еще налет припоя. То есть это уже там 0,35. Припой тверже, чем сам металл. Поэтому, если вы будете сами кусать самими носиками, у вас просто носики сломаются, и все. И вы получите, просто вы убьете инструмент. Итак, смотрите. Вы кусаете следующим образом. Отступайте примерно 1 мм и откусываете. Отступили миллиметр и откусываете. Отступили миллиметр, откусываете. У вас получается вот такой вот пенечек с хорошим должен быть вкусом, чтобы вот нужны кусачки хорошие. Видите, вот здесь вот этот вот вкус должен быть ровно идеальный. И все, теперь ваша, когда спаяна цепочка, она не разваливается. И так вы проходите всю цепочку. Вы скусываете, у вас остаются вот эти хвостики.
этот тоже металл, он дальше идет в работу. Вы все аккуратно собираете. Возьмите какой-нибудь поднос в нем или какую-нибудь коробку. То есть обкусывайте, чтобы вот эти хвостики ловить. У меня уже есть небольшой опыт. Я просто пальцем останавливаю. Ну, вы потом поймете, как это делать. И у меня не разлетаются усики. А так, в принципе, ну, нужно это все собирать. И дальше этот металл будем сплавлять, тянуть проволоку, делать припой и так далее. Это вот скусанная сторона. Вот нескусанная сторона. И на предыдущих видео обратите обязательно внимание, что пайка равномерная. И у вас она такая должна быть. Опять же, не обязательно паять, как я сейчас паял, проволочкой. Вы можете нарезать примерно плюс-минус одинаковые кусочки и не хромом или титановой палочкой просто подавать в нужное место шарик получается припоя и таким образом паять. Это тоже есть способ такой. Ну, я привык к проволокой, и у меня получается это очень быстрее. Ну, те, кто делают их много быстро, они делают всегда, собираются спиральки и паяют проволокой. Ну, я говорю, просто тут вопрос привычки и вопрос того, как вы приспособитесь. Ну что, я обкусил нашу цепочку. Теперь наша задача выровнять. Для чего? Смотрите, она крутится винтом. Как я это буду делать? Конечно же, при помощи вальцев. Все дело в том, что без вальцев я не знаю, как выравнивать. И если бы я не приобрел бы вальцы, я бы пошел бы в соседнюю мастерскую и попросился бы просто продернуть цепочку. Других вариантов я не знаю. Я, конечно же, видел, как ребята некоторые делают. Каким образом? Просто берут руками. Вот так вот раз, и как бы выкручиваю цепочку, она выравнивается. Но мне не нравится, что она такая получается объемная. Если вам нравится, то пожалуйста. Но это прокатывает только на серебре. То есть вот, смотрите, видите, я выровнял, вот это сейчас ровная линия, а дальше она пошла вот винт закручиваться. Но меня это не устраивает. Поэтому я беру медную проволочку, закручиваю с одной стороны, вот такой хвостик делаю. Вот получается два вот таких хвостика. И теперь мы будем протягивать через вальцы. Сначала мы снимаем пленочку и вторую. Барабанная дробь первый раз прокатываю через эти вальцы. Они просто кайфовые. Короче, народ, я протупил. Надо как-то закрепить эти вальцы. Сверлить этот стол я пока не хочу. Решил струбциной воспользоваться. У меня же есть струбцина. И все, погнали. В общем, вот. 2 секунды, цепь готова. Смотрите, ровно, четко. Выровняли нашу цепочку. Теперь наша задача ее запилить. Вот здесь вопрос. Вот прям реальный вопрос. Первая проблема. Я пилю, у меня есть финагель, дубовый финагель, в котором есть паз. То есть, если я кладу цепочку, натягиваю, она никуда не девается, все, зашибись. Или у меня есть деревянная палка, которой можно растянуть всю цепочку и пилить. У меня такого нету, к сожалению, приобрести я пока не могу себе позволить. Вот с этого финагеля сделаю приспособление. Я возьму, зацеплю финагель, закручу сюда саморез или гвоздь и буду кусочками запиливать. Кусочек запилил, следующий кусочек запилил, кусочек запилил. И таким образом я запилю эту цепочку. Других вариантов я пока не вижу. Многие еще пилят на весу, я знаю. Я так не люблю, не умею, поэтому вам не буду показывать. Хотите, попробуйте, хотите, нет. Берут, как вот у меня есть вот такой карабинчик, натягиваю цепочку и просто ее на весу пилят. Не могу ничего сказать, не нравится, в общем, и все. Проблема номер 2. Чем пилить. У меня, конечно, вот есть вот этот лысый надфиль, но это все чушь. У меня есть напильники, которые я купил в Аби, но это просто рашпили, которыми просто я снесу здесь все и убью. Получится здесь большие риски, потом я не смогу вывести. И хочешь не хочешь, я приобрел напильник. Приобрел напильник такой вот, ну, средний. Здесь нету никаких цифр, опознавательных знаков. Но я посмотрел просто вот по насечке. То есть она небольшая, не маленькая. Сейчас я вам попробую показать для сравнения. Я надеюсь, вы рассмотрели, в чем разница. То есть вот этот это рашпиль такой прям, он грубый-грубый. А здесь насечка более бархатистая, после которой можно потом наждачной бумагой будет вывести. Да, кстати, напильник вышел 700 рублей вместе с ручкой.
Вот, то есть я сейчас ручку забью. И вот я обзавелся напильником. На все времена там и так далее. Поэтому двигаемся дальше. Я нашел вот такой саморез. Сейчас я прикручу. И прежде чем начинать пилить, вы должны помнить, серебро это драгметалл. Неважно, даже если вы на меди учитесь, латунь, медь, не имеет значения. Просто себя приучайте. Вам нужно это собирать, опилки. И это очень важно. То есть потом нужно поставить какую-то баночку, где вы должны будете мыть руки, куда будет скапливаться. Оно будет по чуть-чуть скапливаться, но там через несколько лет вы сделаете, там отдадите на финажную компанию, и вам почистят, и вы получите там чистое серебро. Это будет заметно. Сделайте припой в конце концов, или ну хотя бы для чего-то. То есть используйте, найдете применение. Но нужно приучаться, потому что угар это ваши деньги. Ну то есть если вы придете и скажете клиенту, у меня угар 20%, то кто вас еще закажет? Поэтому это важно, ну я не знаю, там до 10%, я делаю 8%. Итак, я просто нашел вот такую вот крышку, обычную крышку пластиковую. У меня нет вариантов. Я, конечно же, очень мечтаю о собственном верстаке, удобном, красивом. Ну вот так вот, ставлю крышку. Хочу попробовать вот этот напильник. На самом деле, это так называемый драчевый напильник, когда остаются очень глубокие риски. Потом выводить замучаетесь, прям реально замучаетесь. Поэтому можно, конечно, просто всю цепь пройти, снять первый слой, а потом меньше взять напильник и уже как бы выравнивать, заглаживать вот эти все риски. Но мы не будем таким образом. Берем напильник наш и фигачим. И теперь сразу будет по красоте. Обратите внимание, я обрабатываю места спая. Многие это не делают, это ошибка. Места спая должны быть зачищены. Ребят, многие вы пишете, что вам не хватает макросъемки, да. Я не специалист, я не профессиональный фотограф, там, но стараюсь сделать, да. Но вот как вам передать, какой напильник нужно купить? Здесь нет номеров. Вот здесь номер, например, 142-08-1. Ну, может быть, это единица, да, там номер. Не готов ответить, не знаю, не разбираюсь в маркировке. Кто знает, напишите. Я стараюсь максимально вам снять. Не гневитесь, не ругайте. Я зато пытаюсь объяснить доходчиво, словами перенести, что нужно запилить, нужно купить напильник бархатистый там и так далее. Опять же, по большому счету, знаете, вот все равно, даже если я вам покажу вот так вот, мы при встрече покажу, а вы пойдете в магазин покупать, это вообще разные будут вещи. Вы со временем поймете, вы будете покупать напильник, попробовали, поработали и поймете, в чем разница. Может быть, кому-то даже вот этот вот напильник покажется офигенный для первого раза и будет прав. Просто сейчас не заморачивать, нужно понять, что такое ровно спилить, как это ровно спилить. Представляете, у вас цепь 60 сантиметров, и вы должны ее равномерно спилить, чтобы у вас не было ни впадин, ничего, потому что вы можете кусок перепилить, кусок не допилить. И когда вы целиком смотрите на изделие, оно получается кривое, косое, и вот именно из-за этого эффекта. То есть вы изначально, может, ровненько все собирали, но запиловкой вы все просто взяли и убили. Просто вот убили. Поэтому это просто вопрос именно как каждый день тренировки делать. С первого раза не получилось, да ничего страшного, сплавили, сделали, набивайте руку. На самом деле мой рекорд, если память не изменяет, я делал бисмарк за 2 часа. От куска металла до готовой цепи. Конечно же она не идеальная, понятное дело, но она была готова, 2 часа. Ну кто-то там, сейчас конечно же я чувствую, там сразу начинают бомбить там людей, там да что там делать, 1,5 часа, час, 40 минут и так далее. Ну, я просто рассказываю свой опыт и делюсь своим опытом. Я вас не учу. Я просто делюсь своим опытом. Это немножко разные вещи. Учить, когда вы придете ко мне, сядете рядом, вот это я буду учить. А это я делюсь опытом. Я рекомендую, я делаю так, я делаю так. Я слышал, что делают так. То есть я вот таким вот образом вам рассказываю. А дальше все равно я не могу вас научить, вы прочувствовать. Вы сами должны чувствовать, абсолютно. Вы все почувствуете, вы поймете, о чем идет речь, если будете каждый день что-то делать и идти к своей мечте, к своей цели. Не отвлекайте, я пилю.
Ну что, ребят, я заточил цепочку, но я ее просто запилил, пока не шлифовал. Она вся в рисках, но вот такая вот уже имеет определенную форму, да. Еще, конечно, с ней предстоит поработать, но я решил шлифовать уже вместе с окончаниями и вместе с замком. То есть уже готовую цепочку, я буду ее готовую шлифовать. Можно было, конечно же, взять и отморозиться и поставить, вот, кстати, купил замок, еще минус 200 рублей, гостиница Севастопольская. Можно было отморозиться, взять на колечках, поставить замочек и, в принципе, по большому счету, так многие и делают. С одной стороны колечко, с другой и замочек. Все. Но не в моем случае. Во-первых, я перфекционист. Я люблю, чтобы было все очень красиво и законченный вид. И у нас есть вальсы. Поэтому я беру вот эти вот обкуски от цепочки. Кстати, посмотрите, сколько опилок получилось. Если бы это все валялось бы на полу, вы бы выкинули. А тут, не знаю, 2-3 грамма точно есть. И знаете, там, даже если там по 50 рублей посчитать, это уже там мелочи сэкономленная. Так вот, а я беру и сплавлю это в шарик и постараюсь сделать пластинку. Расплавил я с горем пополам. Первая ошибка, очень много насыпал металла. Ну, как и всем, хочется побыстрее. Я хотел вообще с одного раза прокатик как дать, выпилить и побежал бегом делать. Знаете, очень хочется побыстрее закончить. Хочется дальше, дальше, дальше. Второй момент, я хотел обратить ваше внимание по поводу плавки. Вы обратили внимание, что я кончиком иглы пламя не плавил? Знаете почему? Потому что там самая высокая температура. Не пытайтесь середины, вообще ищите, да, то есть вот вы поймете, в какой момент оно самое лучше всего плавит. Так как у меня газовая горелка бензиновая нету, пока нету. Кстати, уже заказал, идет с Китая. Ну, я думаю, что вы также можете заказать там Алиэкспресс, там, что там, какие там еще есть варианты. Пользуемся такой. Итак, я вот сделал вот такую вот заготовочку, прижал молотком, чтобы у меня просто проходило. Сейчас отбелю, прокатаю и буду выпиливать вручную. Потому что концевики должны быть человеческие. Обязательно перед тем, как вы начинаете прокатку для валов, тщательно отбелите заготовку. Почему? Объясню. Бура, которая остается, вы видели, вот я посыпал бурой, когда плавил, остается на изделии и начинает портить сами валы. У вас валы сейчас идеально полированные. А если вы плохо отбелите, у вас испортятся они. И через какое-то время вы уже не можете такие красивые зеркальные поверхности катать. А вы будете просто потом дорабатывать наждачкой и так далее. Зачем? Лучше изначально просто следите. Пускай это чуть-чуть подольше, на 10-15 минут полежит в отбеле. Итак, катаем. Теперь наша задача сделать концевик. Мне хватило только на один концевик, вот я выпилил, а вы сделаете 2. Ну, конечно, я тоже буду делать 2, но попозже, там, за кадром. Итак, наша задача сейчас расчертить и выпилить эту штуку. Это я сделал схематически сейчас, просто чтобы вам показать. Смотрите, вот эта средняя линия, то есть вы берете заготовку, делите пополам, у вас получается средняя линия, да? Относительно нее вы будете вот вашу геометрию выстраивать, то есть вот эта часть и вот эта часть у вас должны быть одинаковые. Далее вот эту заготовку делите на 3 части, 1, 2 и 3. Выпиливаете вот этот полукруг, который не достает до средней линии, ну скажем там миллиметр, да, вот может быть чуть побольше, с одной и с другой стороны. Потом дальше вы это все аккуратно выпиливаете, и все, и вуаля, у вас готовый концевик. И вы его припаяете. Второй, вы делаете, у вас уже есть шаблон, вы просто берете на второй пластинке, обводите и выпиливаете. Все, все гораздо проще, чем вы думаете. Нет, ничего не выдумываете. Опять же, смотрите, ребят, кто-то любит вот такие, как я вот нарисовал. Кто-то любит такие заостренные. Заостренные еще проще. Вы вырезали прямоугольник, сложили пополам, припаяли и напильником снесли бока. И у вас получилось идеально красиво ровные концевики. Пожалуйста, это вам такой лайфхак. Пробуйте, тренируйтесь. А я
делаю заготовку вот эту вот сам вручную. Сейчас я заново нормально по-человечески все размечу. Это просто я нарисовал вам схематично, чтобы показать. Вы там все время пишите, как это делается, расскажи, покажи. Вот вам поподробнее, пожалуйста, ребята. За это тоже лайк, не забудьте, кому это вообще помогло и подошло. Давайте, а я выпиливаю. Так, я немножко прибрался на столе. Я вам показал, как я схематично разметил. Я взял здесь вот просто чертилкой, едва заметно, но мне видно, вам кое-что вряд ли. Разметил себе уже точно и теперь буду выпиливать. Получается 2 в 1. Я делаю концевик для цепочки и при этом учусь выпиливать лобзиком. Круто, круто. Чего вам желаю, тоже так. Ставьте свою цель. Не просто, вот я мог бы сейчас его схематично быстрее выпилить, но мне обрабатывать потом, к сожалению, нечем. И вот сейчас я просто четенько старался выпилить, прям вот как я разметил. И дальше уже мне даже не нужно будет ничего делать с ними. Я их просто немножечко снаружи обработаю, то что я могу достать, и припаяю к цепочке. В общем, смотрите, получилась такая ситуация. Я вот там выпилил и вот здесь скруглил ушки. Ну, не знаю, мне вот так больше нравится. Вы можете оставить ровными, это уж не имеет значения. Примерил на цепочку, ну, подходит. И теперь моя задача будет откусить лишнее. Наша задача сделать 60 сантиметров. Я здесь несколько звеньев откушу, потому что у меня с запасом. Припаяю ушки. А прежде чем буду припаивать, кстати, забыл, второе надо сделать. Так что я пошел делать второе, а вы пока тренируйтесь, набивайте руку. Смотрите, я прикинул, что мне нужно вот с одной стороны получается 3 звена скусить, и с другой стороны 3 звена. Я вот скусываю 3 звена. Беру наши заготовочки, сгибаю вот так вот круглогубцами. Сейчас я покажу поближе. Получается. Вот примерно вот так. Вы выравниваете, чтобы она была ровно. Видите, то есть она получается как цепь висит, вот в отвесе она ровно. И припаивайте с одной стороны и с другой стороны. Сейчас я вам покажу. После вы проверяете, припой схватился или нет. Вот в моем случае с одной стороны припой схватился, а с другой стороны он ушел на ту сторону. И у меня, понимаете, вот оно, видите? Это все нужно проверять, это брак. То есть оно может быть чуть-чуть прихватило, или там бура, например, держит, и вы дальше уже думаете, все хорошо схватилось, потом отбелили, и эта штука отвалится. Это уже брак. Сейчас еще раз подпаяю и двигаемся дальше. В общем, вот, припаялось. Теперь дальше. Я беру колечко, раскрываю, цепляю наш замочек, цепляю вот таким вот образом. И припаиваю. Вот в этом случае ваша задача греть только исключительно колечко. Если вы нагреете замок, то внутри пружинка замка ослабнет и перестанет работать. Вам придется либо ее заменить, ну, точнее, не либо, а у вас вариантов не будет, просто заменить. Вот таким вот образом. Теперь я сейчас отмерю 60 сантиметров, отрежу с этой стороны лишнее, припаяю второй концевичок, и цепочка практически готова. Маленький лайфхак. У вас, например, вот ваше рабочее место, вы уже определились, все, здесь вы работаете. Я в Леруа Мерлен, ну, вы можете в Аби или в каком-то строительном магазине купить себе вот такой вот бумажный метод. Возьмите, положите себе на стол, скотчем закрепите, заламинируйте. И вот у вас будет ваша линеечка. Примерно это выглядит вот так. И теперь я могу спокойно положить цепочку и отмерить 60 сантиметров и отрезать лишнее. Я пока буду припаивать второе окончание, вы тоже займитесь делом. И прежде чем шкурить эту цепь, вот я припаял, отбелил, все как положено. Я решил ее почернить, а после уже я буду наждачной бумагой шлифовать, потому что это долгий процесс. И чтобы 2 раза одну и ту же операцию не делать, я сейчас ее почерню, потом сошкурю, и потом в банку, в бутылку и буду сидеть, трясти. У меня 2 цепи, они как раз между друг от друга будут тереться и быстрее отполируются. Во всяком случае, это рекомендовали вы, мои дорогие подписчики. В прошлый раз я сидел горелкой, нагревал цепь и так далее, для того, чтобы зачернить. Сейчас один человек предложил следующее. Я вскипятил чайник,
Наливаю прям горячий кипяток, опускаю туда цепочку. Серебро очень быстро нагревается, И сейчас оно горячая цепь, и теперь будет быстро, должно по идее ложиться чернение. Сейчас увидим. Что-то ни хрена не получается. Может, ее надо окунуть. Не судьба. Фокус не удался. Я бы не был бы ювелиром, если бы у меня не было бы плана Б. План Б: я беру серную мазь. Аккуратно так вот смазываю свою цепочку. Вот прям вот аккуратненько, так по чуть-чуть. Равномерно. Замочек, все как положено. Выкладываю на этот замечательный кирпич и грею горелкой. План Б. Вот, вуаля, черная цепь, все как положено. Вначале я возьму с содой под водой, вот прям вот так потру, чтобы лишняя вот эта не обгоревшая серная мазь, или которая сгорела, она отпадет, и тогда я уже смогу спокойно по-человечески эту цепочку зашкурить и покажу, что с этого получилось. Я, делая бисмарк, совсем забыл, что у нас же две цепочки. Вторая вот лисий хвост. Я ее, тряс в бутылке, экспериментировал с разными жидкостями. Да, немножко туда мыла добавил. Ферри, мыло, аммиак, чего-то больше, чего-то меньше. Ну и вот более-менее вот так вот получается. Но это вот этот процесс, это часа 3 или 4 вот просто сидел и тряс в банке там вся вот эту муть. Но еще плюсы дает то, что цепочка большая, она еще друг от дружку трется, и хорошо была подготовлена проволока. Поэтому у нее сейчас такой цвет. Но вуаля, к сожалению, совсем забыл, что и мы тоже черним. И поэтому я сейчас прям беру, намазываю серной мазью, тщательно намазываю, укладываю на свой кирпичик и грею. Сейчас моя задача, вот так же, как и вот эту цепочку, растереть содой. Я вот эту, видите, как она сейчас такая не очень красивая, такая вот местами. Но когда, это тоже такая же была. Но когда я взял содой и начал ее вот так вот тереть, соду обычную пищевую, и вот так вот начал тереть, она стала почему-то равномерная. Ну прям вот четко равномерная. Даже замок стал прям черный-черный. Так что я погнал, рассотру содой вторую цепочку и приступаю шкурить, буду обе цепочки. Это самое муторное занятие, которое сейчас меня ждет, потому что это не 1 час. Я, думал, что я уже все отполировал, вот эту цепочку сейчас отдам и все будет кайф. А клиент сказал: черним. Итак, смотрите, что у нас получилось. Это вот после того, как я руками растер вот так вот в соде, насыпал, видите, до сих пор сыпется с нее вот эта вот лишняя шелуха, лишняя сгоревшая, так сказать, паста. Но ничего страшного. Я приступаю теперь к вышлифовке, чтобы показать красоту и рисунок этой замечательной цепочки. Я, как и делал раньше, зацепляю за свой карабинчик, приспособа вот в столе вкрученная, и начинаю вышлифовывать. Наждачная бумага, которая у меня осталась. И вот таким вот образом я буду проходить всю цепочку, и не 1 раз. Я шлифую и хотел поделиться с вами одной такой мыслью. Вот очень много вы можете найти информации, как сделать то или иное изделие, а очень мало информации о том, как продать это изделие. Понимаете, сейчас, на мой взгляд, мне кажется, будет правильно совмещать изготовление с продажей. Вот это просто неотъемлемая часть, потому что вы же не продаете какому-то там мифическому магазину или куда-то там, то есть как раньше там оптом наделали. Сейчас нет такого спроса. Ваша задача найти покупателя своего. А вы сейчас вначале можете просто рассказывать в своих соцсетях, что вы начинающий ювелир, что вы начинаете делать, что у вас могут быть там более-менее приемлемые цены относительно других более там востребованных ювелиров. И потихоньку вы найдете свою аудиторию. И своим тем, что вы показываете именно, что вы с нуля не боитесь, развиваетесь и двигаетесь, вы найдете, и когда уже научитесь делать, у вас уже будет своя подготовленная аудитория, та, которая вас любит, та, которая вас ценит, которая понимает, что вы с нуля, вообще были там мастером-сантехником, там, я не знаю, там каким-то менеджером или еще кем-то, и стали настоящим ювелиром.
Поэтому чем раньше начнете, тем быстрее вы получите результат и так далее. Дальше потом заведите свой магазин, вам не обязательно делать сайт. На той же ярмарке мастеров откройте, это ничего не стоит абсолютно, там несколько изделий вы можете выставить бесплатно. А там в месяц, я не знаю, там какие-то копейки вы можете платить там до 100, по-моему, изделий. Тоже, почему бы и нет, вариант. Но со временем ваш магазин никто не узнает, вы потихоньку начнете рекламировать через свои соцсети. Вот в вашем магазине находится такое украшение, это украшение. Двигайтесь, развивайтесь, продавайте, учитесь продавать и не бойтесь, это не зазорно, это правильно. Теперь я вот еле отмыл эту цепочку от вот этой серной мази, просто писец, это 225, наверное, промывание. Вот, и теперь я решил полировать по старинке, паста Гоя, джинсы и вперед. Чтобы был виден эффект, вот смотрите, это вот еще не тертая, ну там, а это вот часть, смотрите, я уже протер, она становится лучше и лучше. А дальше я приготовил такую бурную смесь из всяких там ферри, аммиак и так далее. Заброшу обе цепочки и буду калашматить, ну, галтовать. То есть сначала самое главное сейчас это пройтись вот этой тряпкой с пастой Гоя и наполировать как можно лучше. Я думаю, что все получится, потому что смотрю на эффект, мне он устраивает. Погнали! Бисмарком оказалось попроще. Я взял наждачку, которая очищал от черни, намазал ее пастой Гоя, растер, и она почти отполировала. И теперь мне осталось просто взять джинсы и дополировать. И вот смотрите, какой эффект получается. Но быстрого эффекта не ждите. Этот блеск, это не 10 минут вот так вот натирания. Это, наверное, часа полтора или два прошло. Я вот так вот сидел и тер в одно и то же место. Вот просто натираю. И вот получается вот такой вот эффект. Быстро точно не получится. Без инструментов сделать быстро и качественно невозможно. Поэтому трем дальше. Вот это вот результат моих мучений. Две цепочки, одна лисий хвост и Бисмарк. Как я и говорил в начале, это два заказа, которые я принял и которые получил полностью деньги. Собственно говоря, на что их приобрел я вальцы. Хотелось бы еще сказать благодарность Михаилу. Михаил, спасибо тебе большое за весы. Бэушные, старенькие, но все равно они работают. 200 рублей, дзынь минус. Давайте теперь подведем итоги того, чего мы сейчас имеем. У меня есть две цепочки, которые уже полностью оплачены, за которые я не получу деньги. В кассе у меня, за вычетом всех моих расходов, весов и так далее, и приобретения металла, 7050 рублей. По металлу, что у меня осталось? У меня осталось вот металл. Вот припой, вот сам металл. Это с Бисмарков, с якорей, запчасти и так далее. Но те, которые уже на самом деле нужно переплавлять и делать проволоку. Переплавить нечем, сделать проволоку вальцы есть, фильеры нет. Соответственно, пока курим, ждем и так далее. Но я вот что подумал. Я пока, наверное, не буду заморачиваться и покупать себе фильеру и так далее. Я куплю бормашину. Почему? Я расширю свой спектр возможностей, я начну делать литьевые цепи, какие-нибудь кольца, может быть, подвески красивые и так далее. Ну, то, что мне не потребует особо. Я просто приобрету какую-то восковку, пойду отдам, покажу, как я буду обрабатывать. Это же тоже важно. Это называется уже монтировка. Может быть, что-то спаивать придется и так далее. Может быть, что-то посложнее. Может быть, что-то начну уже из воска сам моделировать. Но к этому мы еще придем. Что я буду сейчас дальше делать? Сейчас дальше я буду... давайте еще вернемся к металлу. Значит, итак, металл у меня сейчас осталось порядка 60 грамм. Вот, я это все пока собираю, складываю и так далее. На деньги, которые вот 7050 рублей остались, я заказал металл. Это порядка 108 грамм. И из этого металла я сделаю две цепочки, якорные цепочки. Одну с классическим звеном плотную, а другую с более вытянутой. Покажу, как это делается. Это вот как раз будет мастер-класс у нас по цепочке плетения якорь. А самое главное, я покажу, как это делать без сайзинга. Ну, с тем оборудованием, которое вот у меня есть. Как его сделать ровно, красиво и так далее. Я думаю, что только даже вот это вот, просто вот анонс следующего своего шага достоин того, чтобы поставить жирный лайк. Даже напишите, кстати, в комментариях, а может быть какую-то другую цепочку сделать.
Но я все-таки считаю, что это должен быть якорь. Ваше мнение в комментариях, я все комментарии читаю. На этом прощаюсь. С вами Маргун Ювелир. Не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию Ювелир с нуля. Пока!